Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Хочу показать вам, как можно быстро собрать мини-картинку. Лоскутики разобрала в цветовой гамме. Так легче подобрать нужный фрагмент. Для основы я взяла фланель. Я люблю фланель, на ней легче удержать мелкие лоскутики, без применения клеевого материала. Лоскутик как бы залипает на нем, хотя на больших полотнах без клея будет сложновато. У меня маленькая основа, и я клей применять не буду. Я обвела блюдце и вырезала с небольшим припуском. Сначала выкладываю лоскутики разных оттенков. Сверху будут более темные, затем посветлей. И нижний будет самый светлый. Дальше будем создавать пейзаж, исходя из того, что у нас имеется. Вот на этом лоскутике вот этот рисунок напоминает холм. И дальше песчаная поверхность и вот такие вот как бы очертания барханов, да? Ну вот это я сейчас вырежу. И вот приложив, мы можем уже решать, подойдет он нам или нет. А вот на этом лоскуте можно увидеть восходящее солнце. Если обрезать вот этот желтый элемент вот таким образом и обрезать лоскутик вот так в виде холма и обыграть это на полотне. А если лоскутик повернуть вот так, что мы видим? Вот это мне напоминает ствол дерева и как бы вот ветви, да? Поэтому если присмотреться, то в каждом лоскуте можно что-то найти. Ну что, вырезаем. Ну, а предыдущий лоскутик мы приподнимем. Вот так теперь выглядит картинка. И еще я люблю использовать вот эту ткань. Здесь есть переходы от светлого к темной зелени, и это оживляет. И сама ткань имеет разные оттенки. Дальше я прикрываю всю оставшуюся основу зеленым цветом. Это нужно для того, чтобы, когда я буду сюда набрасывать мелкие зеленые лоскутики, основа проглядывала зеленая. Вот я добавила элемент зеленого, по-моему, тоже напоминает холмик. Расположила цветочки, вырезала вот из этой ткани. На переднем плане я расположила цветок покрупнее. Эти мелкие элементы я посадила на клей-карандаш, потому что здесь ткань скользкая. Чтобы они не сдвигались, так удобнее, конечно, работать. Срезала лишнюю ткань. Добавила еще облака. И решила больше не нагружать картинку. Я накрываю это сеточкой, отглаживаю утюгом. И достаточно булавочками прихватить в 3-4 местах, потому что площадь маленькая. Так вот простегала прямой строчкой. От солнышка отстрочила вот такие лучи. Остальные участки строчила, меняя нитки на подходящий цвет. И сейчас я это выровняю, обрежу лишнее. Осноровила, выкроила деталь для нижней стороны. Окантовывать буду бейкой зеленого цвета. Ну вот, девочки, изделие готово. Это подставка под горячее, и я покажу вам. Там более кропотливая работа, но тоже несложная. Согласитесь, что ведь это просто. Иногда получаю комментарии, что это сложно, боюсь начать, ничего не получится. А я так думаю, что просто надо начать. И вы увидите, что у вас все получится.
Ну а следующий способ – это совсем простой. Я беру такую же основу и начинаю выкладывать лоскуты, как в крейзи-блоке. Начинаю с центрального лоскутика и к нему прикладываю другие лоскутики. Вот так, по спирали. Только в данном случае ничего не сшивается, а просто накладываем друг на друга. И вот в таком порядке мы здесь уже, конечно, не выравниваем стороны. Вот так. Вы видите, что я это сделала очень быстро. И дальше накрываем сеточкой и идем под машинку стегать. Конечно, здесь надо закрепить булавочками. Ну вот, девочки, что у меня получилось, честно говоря, не очень довольна результатом, могло быть и лучше, но что получилось, то получилось, все равно пригодится. Потратила я на эту подставочку под горячее 30 минут, а стежку лучше было сделать по спирали, было бы интересней, и голубой цвет он забил яркость лоскутиков. Показываю вам вот такую же подставочку, ну вот видите, да, здесь вот прямой строчкой по спирали, и выглядит интересней. Ну и здесь лоскутиков побольше, и они мельче. То есть вот вам еще один вариант. Вот так выглядят подставки под горячее с нижней стороны. Здесь я подшивала на машинке, а здесь вручную. И показываю вам еще одну мини-картинку, так называемый мини-квилт. Делала его с удовольствием. Вот получилась такая летняя картинка. Здесь много цветов. Дорожка сделана из знакомого вам лоскутика. Вот отсюда я вырезала дорожку. Эти деревья вырезаны тоже вот из этой ткани, которую я вам уже показывала. Вот эту изгородь из узких полосок вот этой ткани стегала плотными стежками, белыми нитками в несколько строчек. Взгляд, конечно, притягивает вот этот домик, такая беленая хатка. Общая стежка подбором ниток в цвет тканей стегала прямыми строчками на прямострочной машинке, вот такими извилистыми линиями. Я надеюсь, что вам работы эти понравились. Поздравляю всех женщин от всей души с наступающим женским праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и женского счастья, мирного неба и любви ваших близких. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваша награда за мой труд. Не забудьте нажать на колокольчик. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.